Nissan Qashqai уже давно заслужил статус одного из самых любимых кроссоверов на рынке. И теперь он получил технологический апгрейд – новое поколение гибридной системы e-Power. Главная особенность Qashqai e-Power от других гибридов в том, что здесь бензиновый двигатель работает только для того, чтобы производить электроэнергию и заряжать литий-ионный аккумулятор, а уже от него электродвигатель крутит передние колеса. Идея заключается в том, что система обеспечивает управление похоже на электрокар, но без необходимости подключать автомобиль для подзарядки. Система e-Power существует у Nissan уже 9 лет и впервые появилась на компактном хэтчбеке Note с небольшим трехцилиндровым 1- и 2-литровым мотором. Во втором поколении, в 2021 эту технологию внедрили в Qashqai. Там уже работал более мощный и современный 1,5-литровый турбированный мотор с изменяющейся степенью сжатия. Теперь, в 2025 году, Nissan вывел систему e-Power на новый уровень, третье поколение гибрида, появившееся на последнем рестайлинговом Qashqai. С новой системой кроссовер стал не только мощнее, но и заметно тише, а расход топлива снизился, что особенно важно для городских и загородных поездок. По данным Nissan, двигатель в новом Qashqai остался трехцилиндровым 1,5-литровым с турбонаддувом, но серьезно обновленным. Самое главное – отказались от сложной системы изменения степени сжатия, которую сочли излишней и не совсем совместимой с другими техническими решениями. Вместо этого инженеры сделали ставку на экономный цикл с высокой геометрической степенью сжатия, что позволило повысить тепловой КПД двигателя до 42% и снизить расход топлива. Еще одна важная новинка – увеличенный турбокомпрессор, помогающий снизить обороты коленвала примерно на 200 оборотов в минуту, сохраняя при этом эффективность работы. К тому же, переход на новое смазочное масло также положительно повлияло на экономичность. И не менее приятная новость – межсервисный интервал увеличили с 15 до 20 тысяч километров, что делает эксплуатацию немного более удобной и менее затратной. Новый электромотор на передней оси у Qashqai e-Power собран в едином блоке вместе с редуктором, генератором и инвертором. По сравнению с предыдущей версией он стал более легким и компактным, что помогло снизить уровень шума и вибраций внутри салона. Мощность выросла со 190 до 205 сил, правда, это касается только режима «Спорт». Благодаря этим изменениям уровень шума в салоне снизился примерно на 5,6 дБ. Аккумулятор емкостью 2,1 кВт-часа остался прежним, а силовая установка поддерживает рекуперативное торможение. В результате всех изменений новый Qashqai e-Power показывает улучшенную экономию топлива, примерно на 16% в реальных условиях и на 14% на трассе по сравнению с предыдущим поколением. По заявлению производителя, средний расход по циклу WLTP около 4,5 литра на 100 км, а максимальная дальность хода на одной заправке достигает 1200 км. Помимо новой версии e-Power, в линейке Nissan Qashqai все еще остаются мягкие гибриды с 1- и 3-литровым турбомотором. Выбор есть – либо 140 сил и 240 ньютон-метра. Такая версия комплектуется шестиступенчатой механикой, либо более мощная – 158 сил и 270 ньютон-метра, уже с вариатором. Интересно, что только старший двигатель доступен как с передним, так и с полным приводом, тогда как базовый с механикой – переднеприводный. Вся система дополнена 12-вольтовым стартер-генератором и компактной литий-ионной батареей на 1,8 кВт-часа. Это не полноценный гибрид, а скорее помощь на старте и при ускорении, но позволяет снизить расход топлива. В среднем по паспорту переднеприводные версии укладываются 6,3 литра, а полноприводная – чуть меньше 7 литров на 100 километров. С переходом на силовую установку e-Power внешний вид и интерьер Nissan Qashqai остались без заметных изменений, и это вполне логично. Ведь модель прошла плановый рестайлинг лишь чуть больше года назад. Тогда были обновлены ключевые элементы – фары, решетка радиатора, а также передний и задний бамперы.
Подправили и графику задних фонарей, теперь она выглядит более современной, но без радикальных изменений. Дополнительно освежили модель новыми дисками диаметром от 17 до 20 дюймов, что позволяет настроить внешний вид под личные предпочтения. Плюс расширенная палитра кузова. Теперь доступно больше цветовых решений, и 5 из них можно выбрать с контрастной черной крышей. В общем, по размерам машина знакома и привычна, без каких-либо изменений. Длина 4430 мм, ширина 1850, высота 1620, а колесная база 2670 мм. Клиренс составляет 180 мм. Спереди используется подвеска типа Макферсон, сзади многорычажная система. Обновленный Nissan Qashqai получил несколько полезных улучшений, делающих поездки более удобными, но без радикальных изменений. Прежде всего, стоит отметить доработанные системы помощи водителю ProPilot. Они стали более точными и надежными. В базовой комплектации всех версий идут ассистент движения задним ходом, контроль слепых зон, система предотвращения съезда с полосы движения, контроль усталости водителя, распознавание дорожных знаков и интеллектуальные системы экстренного торможения с распознаванием пешеходов, а также адаптивный круиз-контроль. Система кругового обзора в новом Nissan Qashqai стала еще более удобной и информативной благодаря 4 камерам. И особенно выделяется передняя камера с углом обзора на 200 градусов. Теперь вы видите еще больше пространства перед машиной. К тому же появилась крутая 3D-функция, которая не просто показывает машину сверху, а дает возможность выбрать один из 8 ракурсов – передний, задний, боковые и 4 разных угла обзора. Особенно полезен режим «Невидимый капот», где графически отображается положение колес. Обновилась мультимедийная платформа на базе Google с поддержкой Google Maps и Play Store. За работу отвечает мощный 6-ядерный процессор, а экран остался на 12,3 дюйма, но с более высоким разрешением, что делает картинку более четкой. Для водителя предусмотрена 12,3-дюймовая приборная панель, но она недоступна для базовой комплектации. Интересная функция Nissan Trip Stories, позволяющая через приложение Nissan Connect записывать свои поездки и хранить их в виде небольших историй. Что касается интерьера, то здесь серьезных изменений не произошло. Форма и дизайн остались прежними, но отделочные материалы стали лучше, а в дорогих версиях добавилась алькантара. Уже в базовой комплектации доступны подогрев руля и передних сидений, а в топовой версии передние кресла оснащены массажем, а сиденье водителя дополнительно имеет функцию памяти. Объем багажника предлагает от 455 до 504 литра в зависимости от комплектации, а при сложенных задних сиденьях можно получить до 1447 литров полезного пространства. Обновленный Nissan Qashqai Power будет собираться для рынка Европы на заводе в Великобритании. Интересно, что хотя точных цен производитель пока не называет, он уже подчеркивает, что новая силовая система получилась на 20% дешевле. На сегодняшний день стоимость Nissan Qashqai с гибридной системой второго поколения и Power в Европе стартует от 34 тысяч евро. Поэтому вполне логично предположить, что с переходом на третье поколение технологии цена радикально не изменится. Qashqai остается верен своим корням. Технологии обновляются, но философия, комфорт и экономичность остается неизменной. Новая гибридная система делает его еще более практичным и экономичным, сохраняя все преимущества компактного кроссовера, который уже доказал свою надежность и универсальность во многих странах. Вот и все на сегодня. Спасибо, что остаетесь с нами. Если видео понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и делитесь своим мнением в комментариях. Это поможет каналу расти, а нам создавать еще больше интересного контента. Желаем вам интересных путешествий, чтобы ваш автомобиль всегда служил надежно, а дороги будут ровными и безопасными. До скорой встречи на канале.